Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики канала Рыболовные снасти и рыболовные мережи. Вы находитесь на канале, где предоставляются вам непосредственно разнообразные виды рыболовных мереж. Их исполнение, будут также продемонстрированы ролики их применения, разнообразия мереж, где они выставляются, как они применяются и как они непосредственно ловят рыбу. Используются в отрасли рыболовства, как правильно их установить, как правильно ими пользоваться, чтобы производить добычу биоресурсов. Данный вид мережи непосредственно используется, скажем, две морды и одно крыло. Используются в большей степени, скажем, на мелководье, где перепад идет непосредственно водоема. Есть отмель и есть уже пошла где-то какая-то глубина. Здесь идет одно центральное крыло между ними, этими мордами. Конфигурация вот этих морд непосредственно идет уже и выглядит вот таким образом. Применение их также и использование на небольшом течении. Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики канала Рыболовные снасти и рыболовные мережи. Сегодня вашему вниманию представляем еще один вид рыболовных мереж, которые выставляются, скажем, передняя рамка, когда идет мережа, скажем, метровая мережа идет с перепадом, скажем, глубин. Идет одно крыло. И с другой стороны идет уже непосредственно маленькая мережка, которая всего там составляет 50 сантиметров. То есть данный вид мереж непосредственно уже используется, скажем, вот когда есть перепады глубин, где необходимо выставить, скажем, более мелкая и более уже глубокая непосредственно. Более пойдет глубина. Вот более квадратная конструкция, 50 на 50. Вот идет непосредственно уже коридор, вшито крыло по коридору до второго обруча. От второго обруча идет горловина, открытая горловина. И дальше уже идет вторая горловина, протяжка. И также идет открытая горловина. И сам уже приемник. И уже идет мотня. То есть непосредственно данная конструкция это на перепад глубин. От мелкого более глубокому идет. Более глубокой мережи. Имеет вид вот такой, то есть не кольца, а прямоугольники, квадраты. Скажем, лучше прилегает к дну квадратные конструкции. В дальнейшем там видеоролике продемонстрируем вам непосредственно такого образца мережи, выполненные на железных обручах, и те мережи уже применение их на течении, и внизу, как не здесь, вот непосредственно идет прямоугольник, а снизу добавляется уже цепь. Цепь использования других мереж, это непосредственно на порогах, на течениях, чтобы облегало дно, там, скажем, где камень, если неровности поверхности, чтобы уже рельеф дна получать.
Просто мало ли, если эта конструкция, скажем, если ставить ее, выставлять в порогах, то нижняя может на два камня упасть и будет зазор между мережей, между крылом, скажем, и входом, и рыба может уходить. Там добавляется цепь. Цепь на пороге, скажем, на течение. Да, вот идет крыло. Крыло, оно небольшое, где-то порядка 10 метров, наверное, крыло. И уже идет уже другая мережа. Как правило, на небольшом течении используют, ставят, если даже идут подкрылки на мережах, ставят вот такие рамки. Да, в дальнейшем я покажу с подкрылками, с рамкой мережу, непосредственно, чтобы не перекрывался непосредственно коридор, сам делают рамку для устойчивости. Потому что если даже оттягивать шнуры и делать ее на шнурах с поплавками, все равно сильное, если течение, то ее может перекрыть вход в мережу. Также здесь это уже непосредственно метр составляет. Также идет крыло вшито до первого обруча. Также идет уже горловина, открытая горловина. И тут дальше идет вторая горловина. Ну вот здесь немножко, скажем, она ослаблена, горловина, да, ослабления не должно быть. Надо подтягивать веревки, надо ее еще регулировать. Надо ее подрегулировать, так называемое, чтобы эта горловина была натянута, немного ослабла. Также идет уже непосредственно приемник. Сам приемник. Сама мотня. То есть вот такие конструкции бывают еще непосредственно мереж. Использование вот таких данных конструкций. Также в некоторых местах они эффективно ловят и эффективно применяют их. Также на эти, допустим, непосредственно конструкции можно сделать подкрылки. Буквально небольшие подкрылки развести, чтобы лучше рыба заходила. Просто простые подкрылки метра по 3. Они отходят подкрылки от коридора метра по 3. Растягиваются отдельно просто эти подкрылки, что на большой, что на более маленькой мереже. Растягиваются эти подкрылки. Вот вам предоставлена еще на канале непосредственно видеоинформация по мережам. Какие мережи бывают. Также будем просить людей, которые занимаются рыболовством, чтобы прислали нам короткие видеоролики по им использованию. Все, спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал, смотрите разнообразные конфигурации мереж под разнообразные виды рыбы. Спасибо, хорошего дня и отличного настроения. Да, как вы заметили, уважаемые зрители, вот непосредственно на данной конструкции здесь от коридоров, от рамок еще идут непосредственно дополнительные шнуры. Дополнительные шнуры, которые подкрепляются уже непосредственно к центральному крылу. То есть этот момент обеспечивает более равномерную постановку. Вот эти шнуры, да, закрепленные, идут крепления на центральном крыле и разводятся в бок. То есть здесь уже непосредственно, когда вы выставляете данную конструкцию, уже рамка встает ровно относительно крыла, когда растягивается. Рамки здесь в этом случае не перекашиваются. Они стоят уже ровно относительно крыла, тем самым обеспечивая, то есть, более хорошую постановку рыболовных мереж.
Все, спасибо за внимание.